Прошло почти 15 лет с тех пор, как я перешла в христианство. С детства я всегда любила Бога, но поскольку я родилась в мусульманской семье, в мусульманской стране, законы шариата не могли ответить на мои вопросы. Согласно исламу, Бог — это тот, кто правит человечеством и наказывает за малейший грех. И в исламе все сводится к наказанию. У меня было много вопросов. Например, почему я должна говорить со своим Богом на арабском, а не на моем родном языке, фарси? Разве Бог не понимает мой родной язык? Раньше я читала Коран, но я могу сказать, что такого рода молитвы и поклонения не помогали мне почувствовать себя ближе к Богу. Напротив, они еще больше отдаляли меня от Него. Впервые, когда мне было около 17 лет, Бог заговорил со мной в одном из моих снов. В этом сне Бог открыл мне истинное лицо мусульман и ислама. И однажды я услышала от одного из своих друзей об Иисусе, что Иисус — Сын Божий, который пришел на эту землю, чтобы освободить нас от греха. Я опустилась на колени и помолилась, прося Бога показать мне истину. И я сказала Ему: «Боже, если Иисус есть истина, Ты должен наставить меня на путь истины и сохранить от заблуждения». И после этой молитвы в моей жизни произошло несколько чудес. Когда я впервые посетила церковь в Иране, у меня была тяжелая болезнь, и Иисус исцелил меня. А еще я пережила крещение Духом Святым, и на несколько секунд увидела Иисуса перед собой. Внезапно все мои сомнения исчезли, и именно поэтому я посвятила всю свою жизнь Иисусу. Прошло также 15 лет с тех пор, как я перешла в христианство. Я помню, что у меня было также много вопросов о Коране и исламе, которые меня очень смущали и расстраивали. Я устала от бессмысленных правил, и я устала от Бога, который был так далеко, и я не могла слышать Его голос. Я посмотрела в небо и попросила Бога явить себя мне и заговорить со мной. Однажды мне дали небольшую брошюру под названием «Его имя чудесно». Это была часть книги Евангелия от Луки. Когда она дала мне эту брошюру, она сказала: «Прочти ее, но не читай последнюю страницу, потому что это молитва обращения для тех, кто хочет стать христианином». Я пошла в свою комнату и начала читать брошюру. С первой страницы я почувствовала, что мое сердце глубоко тронуто. Я заплакала, потому что почувствовала присутствие Иисуса в своей комнате. Когда я дошла до последней страницы брошюры, я прочитала написанную молитву и отдала свое сердце Иисусу. После этого мы решили вернуться в Иран, потому что у нас обоих была одинаковая страсть по нашей стране. Мы вкусили любовь Христа и хотели поделиться ею с нашим народом. Слава Богу, спустя почти 3 года мы смогли распространить 20 тысяч новых заветов во всех районах Тегерана. Вся эта деятельность в Иране запрещена законом, потому что никому не разрешается пропагандировать какую-либо религию, кроме ислама. И именно поэтому некоторые ярые мусульмане сообщили о нас иранскому правительству. За 9 месяцев, что мы провели в тюрьме, у нас было почти 10 судебных процессов. И на каждом из них наши судьи угрожали нам казнью через повешение. Я могу сказать, что самой важной причиной, по которой мы не отреклись от своей веры в Иисуса, это были наши личные взаимоотношения с Ним. Мы обе любим Иисуса, потому что мы вкусили Его любовь. И это было причиной, по которой мы отдали свои сердца Иисусу. И это было причиной того, что когда мы были в тюрьме, мы не отреклись от Него.